Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомиться с дневником немецкого офицера 31-й пехотной дивизии Вермахта. В этой части дневника будет рассказано о разведке, радиоперехвате и очередном отходе немецких войск. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение по данному материалу. Но мы начинаем. С 10 до 12 было отражено несколько атак противника, проводившиеся силой до роты при поддержке танков на высотах 253.0, 247.7 и 257.3. В 14:15 штаб корпуса подчинил дивизию 3-ю батарею 904-го дивизиона штурмовых орудий. Батарея подчинена 82-му пехотному полку, который должен ее использовать так, чтобы она могла воздействовать и в районе высоты 257.3. Наблюдением отмечено сильное движение у противника. Командование дивизии в 15:30 устно донесло в штаб корпуса. С 14:00 наши наблюдатели установили продвижение крупных сил противника через Гнилец на север. Из суммарных данных наблюдения надо считать, что на подходе находится одна советская дивизия. Из 15:00 начался переход линии Турейка-Красная Заря. Наблюдаемые движения противника в основном проходят пешим порядком. Однако частично они перебрасываются и на автомобилях. Много орудий на конной тяге и моторизированной тяге. Надо ожидать крупного наступления противника сегодня вечером или в течение завтрашнего дня. Противник продолжает атаки против нас на высоте 253.0. При этом создается впечатление, что несмотря на крупные потери от нашего оборонительного огня, противник вводит новые силы на ходу. Около 300 метров юго-западнее высоты 247.7, а также южнее высоты 257.3, видимо, исходные позиции атаки. Противник окопался. Массированным огнем артиллерии противнику нанесен значительный урон. Для борьбы против скоплений противника командование дивизии 18-15 в телефонограмме приказало провести следующие совместные огневые налеты из всех видов оружия пехоты и всей артиллерии. 20 июля в 13:55 и в 20:30, 21 июля в 2 часа ночи. В 19:00 противник после очень сильной артиллерийской подготовки атаковал при поддержке 15 танков в высоту 257.3. Атака отражена нашим сильным артиллерийским огнем и огнем тяжелого пехотного оружия. Противник понес большие потери. 4 танка потеряли ход, наскочив на мины. Остальные отошли назад. В 23:15 начальник штаба корпуса информировал. Первое. 9-й егерский батальон выводится в качестве корпусного резерва и в случае нужды поступит в распоряжение дивизии. Второе. «Тигры» имеют задание на рассвете 21 июля разведать возможность действия на участке 31-й пехотной дивизии. Третье. 2 зенитные установки должны разведать высоту прилегающего леса. Эти позиции будут заняты в случае танковой атаки противника. В 14:30 поступил приказ командования корпуса на отход. Отход проводится на 3 участках. Промежуточные рубежи, на которые части отходят, должны быть разведаны. Главная линия обороны должна быть создана по 22 июля. В 23:00 был издан приказ командования дивизии о разведке промежуточных позиций. Строительство новой главной линии обороны началось в 3 часа утра. Для работ используется 150 солдат, 350 гражданских и 80 солдат восточных рот. Ночь прошла спокойно. 10-й егерский батальон прибыл в деревню Лебедиха. В 8:00 командование дивизии установило с ним связь. В 9:15 командир дивизии у начальника штаба корпуса предложил следующее. Первое. Расформирование егерского батальона и распределение личного состава по дивизиям. Людей и материалы целесообразнее использовать в дивизиях. Второе. Отход совершать не через участки А и Б, а прямо до участка С. При занятии участков А и Б противник должен будет произвести значительную смену мест дислокации артиллерии, чтобы воздействовать на наш передний край участка С. Третье. Использовать 10-й егерский батальон при строительстве оборонительных позиций. В 10:00 штаб корпуса уведомил о своей санкции использования 10-го егерского батальона для строительства позиций. 1/3 батальона работает у 12-го пехотного полка, а 2/3 у 82-го пехотного полка.
В 10:30 прибыл офицер тяжелого танкового батальона для выяснения возможностей для действий. Утром незначительное движение к позициям и от позиций. На протяжении остальной части дня в тылу противника усиленное движение с востока на запад. Есть предположение, что противник после вчерашних неудачных атак и после понесенных им на протяжении ночи в результате наших огневых налетов потерь изменил свои намерения и переносит пункт тяжести дальше на запад. В 20:00 телефонограмма командования дивизии 12-му, 17-му, 82-му пехотным полкам, 31-му пехотному дивизиону и 31-му саперному батальону 22 июля 1943 года в 3 часа ночи огневой налет из всех оружий пехоты и всей артиллерии. 22 июля 1943 года. Ночь прошла спокойно. В 8:30 утра противник очень крупными силами начал наступление западнее участка дивизии против левого фланга 102-й пехотной дивизии, 4-й танковой дивизии и правого фланга 258-й пехотной дивизии. Перед нашим участком положение противника не изменилось. Наблюдением отмечается продолжающее движение в тылу противника с востока на запад. В 10:15 утра командование 82-го пехотного полка доложило о движении 8 танков и 2 батальонов пехоты в развернутом порядке от отметки 233.8 в направлении оврага, что у отметки 237.0. Пехота скрылась во овраге. Танки пошли назад в обратном направлении. По приказу штаба корпуса 904-я батарея штурмовых орудий подчиняется 258-й пехотной дивизии и должна немедленно выдвигаться. Выступление в 12:35. В 11:15 командование дивизии приказало для нанесения удара по скоплениям противника во овраге у отметки 237.0 произвести огневой налет из всех видов пехотного оружия и артиллерии. Из перехваченной радиограммы разведчика командование дивизии в 11:15 узнало, что противник справа прорвался до района Жуковка-Верхняя Слободка. К полудню наблюдением были отмечены сильные передвижения южнее деревни Гнилец, с востока на запад. Детали не установлены из-за сильной пыли. Противник усиливает свое главное направление западнее села Тросно. В 15:30 противник численностью до 100 человек атаковал наши позиции у отметки 257.2. Танки противника поддержали атаку огнем. Атака была отбита. В 15:30 был издан приказ командования дивизии о занятии оборонительных позиций Б. Приказ предусматривает отход на общую линию. Южная опушка леса, северная окраина деревни Воронец. Группировка остается такой же, какой была на позициях до сих пор. Справа 17-й пехотный полк, слева 82-й пехотный полк, в резерве 12-й пехотный полк. В 15:30 начальник штаба корпуса сообщил, что 31-й разведывательный отряд должен отойти в расположение штаба корпуса. Штаб корпуса на правом фланге уже не располагает никакими резервами. Командир дивизии предложил штабу корпуса сменить на участке один батальон 258-й пехотной дивизии разведывательным отрядом. Таким образом, штаб корпуса получит необходимый резерв. Штаб корпуса согласился. Участок дивизии значительно расширился. Последние резервы были введены, но зато разведывательный отряд не отдан. В 17:40 командир дивизии приказал 17-му пехотному полку при поддержке 31-го разведывательного отряда занять участок еще одного батальона. Вся приданная корпусная артиллерия выведена с участка дивизии и переброшена на запад. В 10:15 последовал приказ. В 1:15 и 2 часа ночи огневой налет всеми видами пехотного оружия и всей артиллерии. В положении противника на протяжении дня изменений не произошло. Противник вел очень интенсивный артиллерийский и минометный обстрел. Прорыв у соседа справа частично ликвидирован. У левого соседа день прошел спокойно. На этом сегодня все. Конец 4-й части. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока. До новых встреч.